Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад. Что ждет вас в начале лета? Что приготовила вам судьба? Какие сюрпризы, какие добрые подарки? И я должна сказать, что вторая половина 2026 года, она не похожа на первую половину. И момент перехода, это как раз где-то месяц июнь. Так у нас складываются конфигурации планетарных транзитов, что это как смена наших планов может произойти. Причем не всегда это мы инициируем, а что-то будет меняться либо в обстоятельствах, либо изменится в жизни людей, которые принадлежат к вашему окружению. Может быть и так. Ну вот давайте с вами узнаем, не предвосхищаем. И, конечно, в начале расклада мы сделаем сигнификацию, кому сегодня Таро готовы раскрыть секреты и тайны. Что же там ждет вас в начале лета? Кто вы? Что в вашей жизни происходит прямо сейчас? О ком нам будут рассказывать карты? Ну, двойка всегда мы говорим, балансировать приходится, правда? Может быть, это у кого-то из вас ситуация все же пентакли, поэтому может быть какой-то вопрос, который именно финансового порядка стоит, ну, на первом месте у вас сейчас. Возможно, это и взаимоотношения с каким-то человеком, и тоже непонятно, да? Не то это будет продолжено, не то это игра какая-то. Следующая карта тройка жезлов, тем не менее, планы идут вперед. Поэтому нам показан тот человек, который, ну, наверное, так последовательно настроен осуществлять свои действия. И где-то, ну, по крайней мере, насколько это можно судить по двум картам, может быть, даже готов адаптироваться к тем ситуациям, которые придут. Вот как раз в начале лета, коль мы говорим, да? А для кого-то из вас может быть все сложнее, потому что по пажу чаш вроде есть какое-то событие, может быть, да? Или есть какое-то общение. Есть как предпосылки к тому, что может быть или вот-вот, или пусть это несколько так поотдаль, но может решиться какая-то ваша тема. Но вы именно раздумываете. И почему раздумываете? Потому что вам не верится. Может быть, не верится именно конкретному человеку, потому что в том, что вы задумали, участвует какое-то лицо. А лицо, скорее всего, по пажу чаш не очень надежное. Для кого-то из вас это может быть, это точно, карта искаженного восприятия. Или, мои дорогие, иногда по пажам идут и дети наши, даже взрослые. Ну вот это как подрастающее поколение, люди, которые моложе нас. Может быть, это и не принадлежит к детям, да? Ну вот как то значение, которое я сказала. И человек этот не ребенок. И может быть, он даже старше вас. Но тогда он ведет себя немножко инфантильно, имеется в виду безответственно. Потому что явно была какая-то история, когда вы даже могли попасть в просак, то есть ниоткуда не появляется восьмерка мечей. Это всегда наш пережитый опыт, который теперь, как сын ошибок трудных, нам о чем-то напоминает и говорит: ты смотри, не замечтайся, потому что можно планов настроить много, а здесь именно какое-то построение планов идет с учетом того, что у вас, вот какие ресурсы есть сейчас в руках. Да, балансировать приходится, но как будто есть вот здравый смысл что-то сохранять, как будто удерживать, да? Мы говорим иногда двойка пентаклей – это как жонглер. Ну вот жонглировать, может быть, и обстоятельствами, может быть, и если по финансам. Тоже нужно исправить какую-то ситуацию, как будто выровнять, да? Но на сегодняшний момент и планы я строю, но еще пока не знаю. И, может быть, поэтому вы открыли расклад, как тут сложится на начало лета моя финансовая история. Но тут есть и какая-то персона, возможно, это вы помогаете, вот если мы говорим о детях какому-то человеку. Возможно, и есть и приятное общение. То есть чаш – это всегда что-то радостное, то, что нам приносит улыбки на лицо, да, или оставляет. Но есть, вот смотрите, следующая карта – семерка чаш. Есть и иллюзорность. Может быть, вот эта двойка пентаклей будет говорить, но вы, вот когда вы открыли этот расклад, по крайней мере, в вашей душе, ну, есть какая-то составляющая, когда хочется думать о хорошем, когда не хочется думать о каких-то проигрышах. Но, тем не менее, видимо, сами приходят на ум, потому что именно теперь нужно не замечтаться.
Вот смотрите, как полярно. Тут явно есть то, что вы хотите четко осуществить. Я, кстати, могу сказать, ведь по этой карте мы как на полдороги останавливаемся. У кого-то проиграется по отношениям. Развивалось что-то, шло, и вдруг пауза какая-то. И непонятно, что дальше будет. Может быть, кто-то открыл именно поэтому, что будет дальше. И тогда последующие карты нам будут говорить, а ты аккуратно, ты тут не замечтайся, потому что совсем, может быть, сейчас тебе уже как будто выбор нужно делать. Может быть, обдумать даже что-то более рационально. Или, как знаете, запасной какой-то аэродром иметь. Потому что семерка, с одной стороны, приносит вдохновение, а с другой стороны, создает нам и иллюзию, и ситуацию выбора. Причем этот выбор нам кажется, ну, чем-то очень добрым или то, что нас именно вдохновляет. Возможно, это действительно связано с конкретным человеком, который что-то вам обещал, или с которым были какие-то определенные договоренности, у кого-то банально определенная встреча. Может быть, даже было назначено время, место. И у кого-то из вас это отношение на расстоянии. Все-таки аркан мир, эфир, пространство, интернет. Это вы не рядом с этим человеком. Но если вы... Нет у вас, допустим, таких людей, которые где-то от вас находятся на далеком расстоянии, тогда вот этот дуплет может говорить о том, что какой-то человек, вот уже, да, мы ведь смотрим сигнификацию, вроде бы пошел на мировую, вроде бы были сделаны шаги к примирению, именно со стороны человека. Но, может быть, это вы сейчас вот как раз и обдумываете, стоит ли вам доверять. Ну ладно, что же еще в вашей жизни происходит прямо сейчас? Ну, разговоры какие-то о любви явно были. Было то, что... Вот смотрите, и опять девятка жезлов. Было, тем не менее, то, что захотелось верить. Захотелось или показалось, что это искренне. Это идет от сердца, от души. Возможно, это были прежние отношения, которые действительно либо стояли на паузе, но вот вы сейчас открыли это видео, и, видимо, так, аналитическим умом вы понимаете, тут в любой момент, как человек может дать заднюю, либо какое-то дело, вроде бы оно развивается, потом дойдет до определенной точки, и снова будет какая-то остановка. И я могу оказаться в той ситуации, как, ну, мне придется буквально либо выкручиваться из какого-то сложного состояния, положения, или когда я могу оказаться один на один, ну, даже в неизвестном месте или с какими-то, ну, может быть, и проблемами. То есть обезопасить себя от проблем вам явно хочется. Хотя вас что-то и вдохновляет, как я говорила, хотя и хочется вроде бы что-то осуществить, но, как глаз мудрости говорит, стоп, ты тут не очень-то торопись, потому что уже была какая-то пауза в твоей жизни, и поэтому, ну, нужно подойти более осмысленно как к решению какому-то вопросу. Или, я бы сказала, может быть, для кого-то из вас будет тот вопрос, инициировать ли вам какое-то дело. Быть ли мне, ну, как движущей силой, может быть, и взаимоотношений, может быть, и той задачи, которую вы поставили. Еще один король выпадает для кого-то. Это будет означать тот период, когда еще и нужно согласовать, к примеру, документы, встретиться с чиновниками или с какими-то лицами, которые, вот именно официальными лицами, разного абсолютно ранга. Хотя, ну, два короля это могут быть достаточно люди, которые имеют влияние, в своих руках имеют какие-то ресурсы. И тем не менее, вот вопрос, да, тут и правда ситуация выбора. Тем не менее, а по восьмерке чаш мы ищем выход, и мы его находим. Возможно, и вот смотрите, может быть тот человек, который даже сейчас, и вы неизбежно вспоминаете какую-то историю, которая у вас уже сложилась прежде, когда тоже что-то развивалось, и вроде бы шло так уверенно вперед, а потом произошла остановка, причем она для вас была совершенно внезапна. Вот вы уже в своей жизни оказались в какой-то, можно сказать, патовой ситуации, и сейчас вы боитесь, конкретно боитесь, что у вас вот это дежавю как будто вернется.
Хочется сказать, ну, нет тут доверия какого-то. Вы больше думаете о том, вот хочется по этому триплету такой итог подвести и сказать, есть конкретный человек, но нет ему доверия, потому что когда-то эта история внезапно завершилась. Или когда было молчание, иногда молчание говорит громче любых слов. Когда в самый неподходящий для вас, мои дорогие, момент, ну вот человек и дал заднюю. Или и растворился, исчез. Вот было что-то такое. Или пусть это даже было какое-то дело, которым вы занимались. Причем так вам казалось, вы идете уверенно вперед, у вас что-то получится осуществить. А потом добавились обстоятельства, когда вот мы и остались либо у разбитого корыта, либо когда мы остались в сложной ситуации, еще и выкручиваться пришлось. Так что же вот именно сейчас? А вот сейчас, вот смотрите, как получается. На дне колоды старший аркан умеренности и колесо фортуны. И две противоположные карты. Одна будет говорить о том, что ну, замечтаться никак нельзя. Иногда его величество случая идет именно по этой карте. Величество случая имеется в виду, когда мы чего-то, в общем-то, не ожидали. Когда мы находимся в сложном положении, в сложной ситуации. И ведь эта карта, когда мы очень начинаем рационально мыслить, когда мы не можем ничего поделать, нам приходится принимать то, что уже сложилось. Ну, как судьба подводит вас к какому-то итогу, потому что приготовься. У тебя именно вот тебе предстоит пройти какой-то путь, и ты тут не можешь это изменить. Два старших аркана. Это именно так складываются обстоятельства. Ну, где-то и поведение людей. Но все же первая карта у нас выпала карта фортуны. И фортуна – это удача. Это где-то символ победы. Но это короткий момент. Приготовьтесь к тому, что начало лета, месяц июнь, будет проходить, ну, как синкопа. Периодически это будут те ситуации, когда действовать придется прямо сейчас и быстро. Но будут и те минуты, когда вам придется рационально что-то обдумывать. Ну вот, наверное, вот эта двойка пентаклей между колесом фортуны и арканом умеренности. Вот у кого совпадает сигнификация. Пойдем дальше и узнаем, что же вас ждет в начале лета. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. И наш расклад, конечно, подойдет как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. Итак, что ждет в начале лета? Первое событие в начале лета. По семерке жезлов вы как будто будете фильтровать, может быть, и свое окружение, и я бы сказала список дел, в чем вы будете участвовать, а в чем не будете. В начале лета, посмотрите, четверка мечей будет говорить, что вот само начало, как будто здесь больше придется провести какую-то аналитику, в какие вопросы вы будете включаться. Вам, возможно, придется решать какой-то вопрос, шестерка чаш, по личной жизни именно с тем человеком, которого вы хорошо знаете. Возможно, вот именно с ним вы на расстоянии, вот то, что нам говорили, сигнификации карты, и какое-то продолжение или остановка. Вот как важное решение в начале лета, возможно, вам придется, я такого тоже не исключаю, принимать. Либо я куда-то, может быть, ну и поеду даже, да, но я так абстрактно говорю, потому что, может быть, и нет этого переезда, и, может быть, есть просто какая-то встреча. Поеду ли я встречаться, да, допустим, с этим человеком, состоится ли сам по себе контакт, стоит ли продолжать, стоит ли вообще ну, какое-то общение рассматривать как вариант или как надежное отношение. Тем не менее, в этой колоде, иногда это карта ностальгии, но в этой колоде это карта дружбы. А что это такое? Карта сохранения. Что ждет в начале лета? Вот эти 5 карт, которые я достала, они свидетельствуют о том, что да, действительно есть какой-то человек, конкретная персона. И непонятно, посмотрите, по бокам 2 четверки. С одной стороны, это мы мысли приводим в порядок. Может быть, первые дни июня как раз и будут у вас совпадать, что вы подводите, ну, как к какому-то итогу еще свои дела. Причем
ну, как расчищаете собственное пространство, потому что по семерке жезлов есть лица, которые пытаются, либо пытаются вас на что-то уговорить, может быть, буквально предложить поработать, например, почему нет, вы намереваетесь идти в отпуск, к примеру, так, да, или вы построили собственные планы, а получается так, что, может быть, и по семье, вас уже распланировали, кстати, и вы будете сравнивать, а зачем мне этим заниматься? Или я себе скажу нет, или я скажу нет кому-то другому. Потому что по этой карте все же мы себе говорим да, а другим мы как-то красиво выходим из какой-то ситуации. Ну вот в чем дело. Дальше у нас идет взаимоотношения карта, дружбы или ностальгия. А следом, с другой стороны, четверка пентаклей. Это когда ничего тоже не меняется. Изменений не происходит. Но, видимо, пусть это первые дни, может быть, это буквально первое, второе, третье, четвертое, мои дорогие, да? И по жезлов. Пажи это у нас вестники, особенно жезлы. И как будто вы можете получить вот от какой-то персоны, может быть, сейчас человек о чем-то тоже думает. Поэтому приготовьтесь, что в начале июня, как ваши собственные планы, так это будет какое-то взаимодействие, явно будет какой-то тандем, но вы будете еще раздумывать, стоит ли мне в этом участвовать или нет, и вы получите вот это самое известие. Возможно, вам будет что-то предложено. Я также не исключаю, что ведь у кого-то это будет связано с вашей семьей. И может быть ситуация с детьми. У детей, даже взрослых, тоже что-то может измениться. Для кого-то из вас лето, как период внутренней такой перезагрузки, и это будут вопросы работы. Какое-то новое направление. Может быть, вам даже придется как что-то изучить или получить какой-то документ, сертификат. Кто-то, может быть, проходит краткосрочные курсы или уже сейчас даже планирует. Но что ждет в начале лета? Вот смотрите, всеми методами, путями. Семерка жезлов, две семерки, по сути дела. Очень такие красочные карты, которые уже изображением передают, что нам нужно делать, а что делать не нужно, правда? Если мы говорим, как эта девушка, дзен свой собственный сохраняет, а 7 жезлов буквально пытаются достать. Мы не включаемся в какие-то интересы чужие, потому что это выгодно кому-то. Собственных планов реализация у нас на кону стоит. И на втором ряду у нас опять семерка. Это всегда, понимаете, какие-то... Во-первых, это могут быть паузы, остановки. Это может быть с учетом семерки мечей. Это как действие или бездействие. Кто-то будет из вас выбирать. Потому как вот все то, что я говорила по сигнификации, тут ведь нет в этих картах скорости. Здесь именно нам нужно какое-то время, чтобы либо что-то не упустить, либо решить какую-то сложную задачу, ведь хоть и называем мы эту карту картой вора, но иногда забрать свое. Какая-то неоднозначная ситуация, которая приходит на ваш порог буквально с новости, известия, предложения. И опять посмотрите, двойка жезлов, ничего не меняется. Кто-то может даже из вас, вот я скажу, здесь с учетом десятки кубков, какие-то добрые вести могут приходить, или когда, пусть даже без вестей, может быть, вопросы, которые связаны с семьей, с местом проживания, как вот известие, я сказала, от ваших близких, может быть, тех, кто даже на расстоянии, или когда вопросы дома, быта, жилья, вашей пары, если вы проживаете вместе, да, тут ведь разные могут быть люди. Или пусть это даже не пара, а кто-то воспитывает детей, кто-то, возможно, и сам по себе, да, один или одна. Тогда тоже тут может быть по началу месяца, когда вы будете банально заниматься вопросами дома, улучшать что-то дома. Для кого-то из вас по тройке чаш, вот посмотрите, для кого-то из вас время вашей силы буквально. Да, карта говорит о критическом мышлении, но предыдущая карта праздник. Вот смотрите, явно вот как дальше сложится ваша жизнь, да, на начало лета. Есть недоверие, поэтому я могу предположить, что вы можете даже от чего-то отказаться. И отказаться именно потому, что какой-то проект или какое-то предложение вам не будет казаться надежным. Вот я уже как будто это проходила или проходила. Я уже там была.
Все я там видела, и все я уже разговоры прослушала, ничего нового не предложено. Ну, вот может быть и так. И вы переключаетесь на ряд тех вопросов, которые вы сочтете для себя совершенно необходимыми. Возможно, это и будет, как сделать жилье более комфортным, или, может быть, встретиться с родственниками, заняться собственными, ну, планами, как будто, да, все же по этой карте идет еще у нас изобилие, процветание. Может быть, для кого-то из вас стабилизировать финансовую ситуацию, чтобы был праздник, и как будто, чтобы ваши позиции были сильны. Поэтому для кого-то из вас не только первые самые дни, да, июня, а может быть, ну, вторые, да, это будем говорить, если это первые 5, ну, так условно, то вторые 5, мы по 5 достаем с вами, они могут касаться именно вашего благополучия, как и финансового, так и места проживания, так и ваших планов, а может быть даже для кого-то из вас. Вот вам нужно, с учетом, кстати, сигнификации, вы могли очень устать, потому что там у нас выпадала десятка жезлов. Я ее рассмотрела в другой конфигурации. Но вполне вероятно, это карта усталости. И вот вам нужно как будто для себя самого или самой с чем-то определиться. Усилить собственные позиции. И пока вот вы что-то не завершите, вы как будто не будете к этому готовы. Вы не будете готовы к тому, чтобы, вы знаете, как все оставить и броситься без оглядки в какой-то новый проект. Или броситься без оглядки в какое-то предложение. Критическое мышление вас это будет от чего-то останавливать. Вот мне необычно. А почему? Что произойдет в вашей жизни в начале лета? Давайте узнаем. Что случится, произойдет в начале лета. Возможно, это связано с получением информации, либо от людей, либо буквально, может быть, информация, что случится, произойдет. Рыцарь жезлов говорит, тем не менее, будь готов к неожиданностям, будь готова, может быть, посмотрите, выпадает королева пентаклей и королева жезлов, 2 королевы, 2 короля. Здесь, и вот она умеренность. Тут будет складываться какая-то конфигурация между людьми, которых вы хорошо знаете, и, возможно, каким-то предложением, которое может прийти совершенно неожиданно, может быть, от того человека, который даже на расстоянии, или пусть это кто-то из вас ищет работу, возможно, это онлайн-работа, или будет касаться вопрос сам по себе работы, и, ну, тем не менее, по работе тут явно будет что-то у вас, что вы не можете оставить без внимания, или придется решать какой-то вопрос. Для кого-то из вас здесь может быть еще и событие будет, которое сопряжено с вашим финансовым положением или с вашей семьей. Может быть, есть конкретно взаимодействие, да, вот кто меня сейчас смотрит, королева Пентакли, ну, к полу мы не привязываемся, не рассматриваем карту, но кто-то из вас и ваш оппонент, или тот человек, с которым у вас произойдет либо взаимодействие, или от кого вы можете получить какое-то известие, кстати, но как будто новости, которых вам не избежать, они будут касаться именно ваших близких, родных и одновременно вашего дома и финансовой истории. Планировалась какая-то встреча или будет она у вас планироваться, но здесь я могу сказать, что какая-то пауза может наступить. И паузу вы ее берете, мои дорогие. Вот смотрите, вы в какой-то момент можете изменить свое мнение. Вполне вероятно, вот как я говорила, сижу я себе, да, или занимаюсь своими делами. Вот что может произойти. Вот это триплет, о котором мы с вами говорили. И вдруг вы видите, либо меняются обстоятельства, вот это точно где-то середина, может быть июня, ну так, предположительно. Или где-то после первой декады, возможно, или на переходе, когда вы получите новости, известия, возможно, и человека какого-то вы встретите, или как какой-то гонец принесет вам весть, что я не исключаю, кстати, что это средство массовой информации, как будто придется обдумать, и, мои дорогие, вам, ну, как необходимо действовать будет. Причем действовать и для кого-то из вас эта тема будет связана именно с финансами. Или когда
Это как так обстоятельства складываются, что сложится для вас, тем не менее. С одной стороны, может быть и непонятная ситуация, вот Его Величество случай, который вас так может притормозить, как ни странно, или заставит изменить ваши планы. Внимание! Именно потому, что новость будет касаться финансов или будет связана с какими-то важными бумагами, документами. Но и есть, с одной стороны, все-таки конкретная персона, которая сама по себе приносит эту весть. Но вы этой персоне, я не могу сказать, что доверяете. Одним словом, что ждет вас в начале лета? Июнь, начало лета, мои дорогие. Вот приготовьтесь к тому, что где-то после первой декады, может быть, середина, у вас будут меняться планы. Вы будете что-то корректировать. Что неожиданно изменит ваши планы? Вот давайте как раз и узнаем. Потому что здесь всегда неожиданности. И более того, активные действия, что неожиданно изменит ваши планы. Получение информации, которая будет действительно как связанная с тем, что как массовая информация, или когда меняется определенный закон, меняются какие-то положения. Здесь может быть и такая конфигурация, все же по аркану справедливость это как карма, сама судьба. Раньше вы не могли что-то осуществить, а теперь можете. Но это не совсем тот эквивалент, как вы это предполагали. Это не совсем вот ровно, как какой-то порядок действий, как вы это задумывали. Вам придется что-то переделать. Вам придется действительно, может быть, даже отправиться в те места, куда вы не планировали. Или действовать другими совершенно методами, как будто пройти вот над этим обрывом. Но именно судьба, первая карта, вам, с одной стороны, даже если приходится действовать совершенно вопреки тому, как для вас это считалось прежде правильно. Но в этом есть необходимость, потому что у вас это как Его Величество шанс, может быть, который дает судьба. Это как один раз в жизни. Вот именно теперь нужно с чем-то вам определиться. И если мы сделали что-то хорошо, но, может быть, прежде не получили именно того результата, на который мы рассчитывали, тогда нам может, и вот, кстати, это очень символично, потому что планетарные транзиты июня именно и таковы. Один только ретро-Плутон чего стоит, правда? Вот он как раз нам и возвращает что-то из прошлого. И то, что мы думали прежде, или мы думали, может быть, даже мы от чего-то уже отказались, у нас уже сложилось какое-то мнение. Значит, может создаться такая ситуация, когда заставит изменить и наше мнение, и, соответственно, ваши планы, мои дорогие. И как изменится, да, или что изменит ваши планы, возможно. Да тут тоже, Паш, вот именно события в виде новости или того, что происходит вокруг вас заставляет действовать совершенно не так, как вы думали прежде, корректировать планы. И здесь, как все в руках судьбы. Посмотрите, вообще приготовьтесь к тому, что где-то середина июня вот, будет очень много сбивчивой информации. Мы помним эту карту, это первая карта вашей сигнификации. Это вы теперь пытаетесь, да, с чем-то определиться. А нам говорят, вот это состояние, оно как бы усилится в разы, потому что впереди, ну, как карта иногда противостояния, а иногда и информационного хаоса. Когда вы конкретно, может быть, в середине июня вам придется бегать по инстанциям, искать достоверную информацию, пытаться понять, какие бонусы вы можете получить от того, что вы услышите, от того, что сложится вокруг вас, ну и просчитать какие-то минусы. Вполне вероятно, да, тут тоже по этой карте, знаете, если мы говорим противостояние, то мы кому-то не верим. Потому что эти люди, здесь может быть конкретный человек, который сначала обещает, а потом он о своих обещаниях забывает. Я об этом часто говорю по карте. И посмотрите, вот как будто на лад дело не идет. Ну, может быть, даже какая-то прежняя история, вот как карма, да, по судьбе. И ведь это карта здорового равнодушия. Вполне вероятно, я такое тоже допускаю по отношениям. Вот вы уже в состоянии здорового равнодушия. Уже отболело. Уже все шрамы зажили. И уже теперь это сердце, оно не тревожит. Но вас не тревожит, а кого-то, может быть, и тревожит. Поэтому тут некоторые люди, правда, приготовьтесь, середина июля.
вам судьба вернет какую-то прежнюю историю. Причем вам придется с этим взаимодействовать. И эта прежняя история была связана именно с вашим фиаско. Но вы сейчас в середине июня, да, или в середине вот первого месяца, ну, мы спрашиваем в начале лета, да, что ждет, поэтому где-то июнь. Скорее всего, ваша позиция наиболее сильна, потому что нет эмоций. Если прежде, раньше мы бы как будто купились на какие-то эмоции или на какое-то предложение, а теперь нам никак. Вполне вероятно, у кого-то это проиграется даже через отношения, да, потому что у людей там тоже что-то меняется. Может быть, и было время подумать. Вполне, я не исключаю, меняются законы, мои дорогие. И вам тут придется делать какой-то очень важный выбор. В первую очередь, конечно, выбор, как будто перед тем, как пройти вот над этим обрывом, нужно на это решиться. Но ваша именно сила, она будет состоять в том, что, ну, вы когда-то переживали нечто подобное. И теперь вы намного сильнее. Я могу также, кстати, я не исключаю, кто-то из вас может отказаться от чего-то, пересмотреть свои планы, потому что вы сочтете, что я сейчас буду заниматься другими делами. Кто-то из вас, может быть, даже, правда, ну так вот банально, как это может проиграться, собирались ехать в одно место, а поедете в другое. Планировали делать одно, тут вы будете что-то перепланировать, потому что именно так будут складываться в середине месяца обстоятельства. И, кстати, по деньгам так тоже может быть. Очень интересно. Давайте еще. И это будет неожиданно, это будет внезапно. Что еще неожиданно хочется развить? Что еще нам расскажут карты? Что еще изменит ваши планы? А вот выход, потому что нужно найти. И ведь эта карта «Дорога к солнцу». От вот этого искусственного светила к натуральному. Девушка себе сказала, наступило время идти вперед. Но идет она, кстати, налегке. А следующая карта у нас – карта тайны, Верховная Жрица, карта интуиции. Поэтому есть тут какая-то тема, которая касается именно сложного выбора или, может быть, конкретно перемещения, переезда, ухода, да. Я вот спросила, расскажите нам поподробнее, да, то есть то, что ваши планы может изменить неожиданно, резко, внезапно. Я говорила, что собирались в одно место, поедете в другое. У кого-то напрямую так именно и проиграется. Будет какая-то, да, череда задач, когда вам нужно, возможно, именно что-то довести до логического конца. Возможно, это будет еще и связано с тем, опять у нас появляется десятка жезлов, то, что вам очень хорошо знакомо. Может быть, раз и навсегда какую-то задачу, и вы будете, знаете, тут не захочется вам даже, как вы сами можете от чего-то отказаться, потому что вы не увидите в чем-то перспективы. Возможно, вы и наводите в своей жизни порядок, но тут совершенно новый путь. И где-то две карты по смыслу пересекаются, потому что, ну, не хочется повторения пройденного. Не хочется еще раз, как остаться у разбитого корыта. Или как на какие-то уловки попасться. У нас все-таки была семерка мечей. А вот, может быть, забрать как раз свое. Или какой-то вопрос решить раз и навсегда. Здесь может у вас неожиданно всплыть та тема, которую вы прежде много раз пытались как раз решить, а это не получалось. И тогда это вас где-то и может и притормозить, и ускорить одновременно. Притормозить одно какое-то направление и ускорить другое. Заставит изменить планы, ведь это карта перемен. Когда вы понимаете, вот мне сейчас нужно заняться совершенно другим. Мне вот сейчас ехать нужно в другом направлении. Где-то там прозвучало у меня в самом начале, наверное, не случайно, потому что тут действительно, тут сами события два старших аркана, которые происходят вокруг вас. Они вас заставляют что-то переосмыслить. Тут знаете, как система ценностей меняется, мои дорогие. Правда? Вполне вероятно, для кого-то из вас это будет даже такой посыл, когда для того, чтобы вам в чем-то разобраться, вам именно придется куда-то переместиться, чтобы увидеть своими глазами, встретиться, возможно, с конкретным человеком, услышать,
да, не приблизительно, а вот именно конкретно разобраться по какому-то вопросу. И это будет как задача номер раз. Именно с этим будет связаны перемены. Возможно, это будет даже связано с теми людьми, с которыми был прежде конфликт. Будьте на всякий случай к этому готовы. Здесь может быть вот так. Судьба, да, я говорила, нам возвращает по аркану справедливость, как карта кармы. Нам возвращает то доброе, что мы сделали прежде. Но, может быть, это руками других людей уже теперь, как вот эта помощь будет вам кем-то оказана. Но ведь по этой карте, если мы допустили какие-то ошибки, нам ведь тоже карма возвращает. Поэтому, ну, правда, тут в новом формате какая-то прежняя, хорошо знакомая история. И плюс к ней еще изменения в обстоятельствах, которые происходят вокруг вас. Или пусть это через людей, ваше окружение. Вот что-то подобное. Какой-то ребус вам придется решать. И ехать, вот, скорее всего, перемещаться или просто, может быть, много поездок, много активности вас ожидает, это точно. Но и будьте готовы к тому, чтобы проводить параллели даже с теми, с кем прежде была ссора. Давайте еще узнаем, а к чему же это все идет? Королева чаш. К чему все идет? Давайте достану 3 карты. Так и хочется сказать, победа над чувствами. Аркан победитель, да, но предыдущая карта тройка пентаклей, опять же тройка, всегда карта будущего. Вы знаете, тут у вас какие-то приоритеты меняются. Для кого-то из вас даже буквально так, кто-то собирался в отпуск не пойдет, потому что сам не захочет. У вас тут может быть какой-то новый проект, даже по заработкам. Для кого-то из вас это может проиграться так, что это новый проект, который будет связан с вашим домом, с вашей семьей или с личной жизнью. Но какие-то иллюзии или долгое ожидание, оно, если такое присутствовало в вашей жизни прежде, иногда именно по королеве чаш у нас такое проходит. Но может быть это еще и знаете, как участие кого-то из ваших близких, даже в вашем деле или, может быть, ваша работа на дому. У кого-то может даже, знаете, как рассмотрение, как нового проекта, который будет, тем не менее, взаимодействовать с вашими близкими или с семьей. Может быть, это будет проигрываться какая-то тема, которая связана именно с документами, мои дорогие. Но тут есть явно люди, которых вы хорошо знаете, или которые... То есть ближайшее окружение, мои дорогие. Хорошо, так что же дальше? А дальше у нас опять идет 7 чаш, которую мы уже с вами видели. Потому что какой-то сложный выбор у вас будет. С одной стороны, вот есть победа. С другой стороны, нам тут же, как судьба, дает какой-то соблазн. Вам в течение июня, может быть, середина, ближе к концу, как вам что-то придется и завершить, подвести точно к финалу. Потому что на кону именно ваше выздоровление. Выздоровление от каких-то сложных ситуаций. Или от того, что может быть связано, вот как я уже сказала, с эмоциями. Когда вы кому-то доверились, а после этого произошло какое-то фиаско. И вы знаете, тут ведь вам действительно на доработку. Может быть, это не только вам на доработку, а как какому-то человеку. Судьба вернет прежнюю историю, но вы будете в ней победителем. Приготовьтесь, мои дорогие, что в июне вам будет дано по судьбе, дана какая-то возможность. И для вас это как шанс может быть. Но поначалу вы этого видеть не будете. Тут не совсем все так просто. Вот мы иногда говорим, то, что сложилось, значит, так тому и быть. И вот сама по себе уже идет подсказка в том, что вот те люди, которые придут в июне, в начале лета, в вашу жизнь, кто будет проявлять наибольшую активность, или то, что происходит вокруг вас, вот это все имеет значение для вашей судьбы. Здесь вот именно проходит тот этап между прошлым и будущим, вот по страшному суду, эта сигнификация, по сути дела, и есть. Вот той истории нашей прежней и наше будущее, как будто прошлое и будущее встречаются в одной точке. Ладно, к чему все идет?
Как-то у меня расклады идут совсем не так, как я собиралась их делать. К чему все идет? Что ждет вас в начале лета? Какие, может быть, основные темы, задачи вам придется решать? Что ждет вас в начале лета? К чему все идет? Отшельник, повешенный, аркан мага. Вот я говорила, начало, да? То есть нет спешки. Идет какая-то пауза. Две карты это подтверждают. Причем повешенный это отшельник, это мудрец. Мудрые решения по поводу того вопроса, который вы очень хорошо, он вам известен, вы знали. Люди, которых вы тоже знали. Или та история, которая вот буквально зависла. Что-то развивалось прежде, а потом вдруг пауза. Возможно, у кого-то через отношения. 3 старших аркана. 3 маг. Маг – это вам надо стать магом и волшебником. И маг – это тот, у кого нет эмоций. Мои дорогие, вы можете столкнуться с таким известием, когда вы услышите от человека даже, да, может быть, где-то карты говорят, что у тебя сейчас сил более чем достаточно. Помним, что тут выпала еще и карта сила, женской силы. У кого-то это может касаться отношений. И мы смотрим с вами на начало лета, да, но все-таки начало лета это у нас больше июнь, да. И вот кто знает, в течение июня, может быть, вторая половина, вы узнаете какую-то новость, которая вас даже может шокировать. Вы что-то такое узнаете, возможно, о человеке. Возможно, вы, ну вот приготовьтесь, я тут вижу вторая половина июня, она может быть достаточно такой турбулентной, богатой, как и на контакты, на какие-то события вокруг вас, или просто получение известий от определенных персон, которые вы не инициировали, но вам это придется учитывать. Здесь может что-то произойти у конкретного человека. Вот, кстати, здесь, посмотрите, 3 старших аркана. И дальше у нас идет как 8 мечей, карта искаженного, мы говорим восприятие, а следующий снова старший аркан. Вот к чему все идет, карта башня. Но тут, видимо, так сложится событие, что по башне это надо успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Здесь могут быть смены, знаете как? Ведь это всегда структура, порядок. Тут какой-то порядок будет меняться. Может быть, это порядок получения определенных документов. Я такого не исключаю. И вот смотрите. Если даже прежде, вот мы говорили с вами, да, собирались в одно место, поехали в другое. Собирались одними планами заниматься, а середина июня что-то вы тут будете перекраивать. Но к чему все идет? Завершение месяца, да, когда вы действительно определитесь. Вот тут не только будут какие-то турбулентности ближе к окончанию июня, но здесь еще и будут те события, которые для вас выравнивают какое-то направление. Вот такой судьбоносный период у нас может быть начало лета, потому как 6 мечей, ведь это карта заслуженного успеха. Мы часто говорим, что это карта дорог. И я могу, чтобы подвести итог, вам точно сказать. Вам придется, возможно, не только готовить документы, встречаться, может быть, с чиновниками. Возможно, это будет какая-то ваша именно прерогатива, или вы видите для себя перспективу, чтобы решить какую-то тему. Вполне вероятно, вы узнаете еще много разной информации. Сейчас вы даже, скорее всего, не можете предположить, что это может стать для вас поворотным моментом, который больше проиграется. Да, это начало лета, но это уже вторая половина июня. Много старших арканов. И, видимо, эти перемены будут у каждого из вас в какой-то своей сфере жизни. И эти дороги могут проиграться как дорога в инстанции, а для кого-то из вас это может означать подготовка к какому-то переезду. Меня смотрят люди из разных стран. Но точно так же это может означать перемены по вашей работе. И тогда по этой карте иногда это могут быть те процессы рабочие, которые, да, тут действительно, мы ведь уже с вами говорили, у вас выпадала 9 пентаклей. Может быть, так складывается финансовая ситуация ваша, когда вы как дополнительный доход, да, будете для себя рассматривать работу на дому или работу из любой точки мира. По этой карте мы учим языки, ну, как и иностранные, так и языки программирования, осваиваем новые ресурсы. Почему?
а потому что завтра нам это принесет доход. Всегда ведь эта карта, знаете, как первого шага и мужества. Вам потребуется мужество на что-то решиться в конце июня. Но в целом это вот такое начало лета. И если поначалу так вот оно, да, самые первые дни, может быть, лета, ну вот что-то не движется. Или даже кажется, что ничего не происходит. Наступает тот момент X, когда вам придется действовать. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши добрые и искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. Ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.